Здравствуйте, заходите уже. А свет вы не будете включать? Будем, сейчас свет включаем. Сейчас не готово ничего. Просто Сёма пришел. Все, видны только уши. Молодец. Добрый день, друзья. Постоянные мои зрители и подписчики знают, что у нас недавно проходила православная выставка, на которую приезжала Александра Красина. Но как можно от орхидей уйти без орхидей? Конечно, в моей коллекции появилось две новых маленьких орхидеи. Ну, маленькими их можно назвать условно, потому что все-таки это размер 2,5. Размер это диаметр горшочка в дюймах. Но и растения в таких горшочках чуть больше, чем совсем-совсем малышки, которые называются 1,7. Там совсем и растение маленькое, и горшочек в 2 раза меньше, то есть 1,7 дюйма. Так какие же у меня появились орхидеи? Одна орхидея – это анаконда. Причем у анаконды может быть 3 разных цветения. Фотография анаконды появится. Зацветет, посмотрим, все увидим. И еще одна орхидея – это Эрлип Леолин. У меня есть такой цветок. Мой отличается от того, что было на фотографии. У меня Леолин с крупными пятнами, а здесь был с такой же широкой, красивой, большой губой, но крапинки были мелкие. Мне это очень понравилось, и у меня появился еще один. Можно за ними за двумя понаблюдать, как они будут оба цвести. Это всегда очень интересно. С того момента, как я их принесла домой, эти две орхидеи, прошла уже неделя. Вот можно посмотреть, я даже не протирала листья. Просто поставила их под освещение. Мох в горшках был очень влажный. Нанесла я их под шубой. Им было там тепло. В этот день у нас был мороз до 10 градусов. Но доехали мы прекрасно. То есть орхидейки не замерзли. Но мох в горшках был очень влажный. Вот я их на неделю оставила. Поливать их не нужно было. Знаете, когда мы получаем в посылках, чаще всего, и так вообще положено, когда получаем такие орхидеи в мху в посылках, стакан с мхом должен быть совершенно сухой. И тогда приходится понемногу начинать поливать орхидеи для того, чтобы и мох стал влажным, и не давать сразу большое количество воды растения, чтобы листья не лопнули. А здесь нужно было просушить этот мох. Но просушить полностью за неделю не получилось. Вы мне часто пишете, что не сохнет у меня мох. Так и у меня не сохнет. Вот прошла неделя. Что теперь я с ними буду делать? Конечно, уже давно пора протереть листья. Для этого я беру теплую воду, половину чайной ложки зеленого мыла. Я это сделаю на глаз, я знаю, сколько это будет. 2 разных ватных диска, потому что помимо вот этих пятен, это явно обработки или от вредителей, или, может быть, Александра удобряла по листу, но пятна остались. Посмотрела, как всегда, в микроскоп. Вредителей не увидела, но даже если что-то или кто-то может быть на листьях, вот мы этой обработкой зеленым мылом удаляем эти пятна
и вредителей, ну, если вдруг я что-то не заметила. Тщательно, с легким нажимом все листья, стволик орхидеи аккуратно протереть. Вот видите, грязи много. Но это именно грязь. Это не вредители, в смысле? Ну да, если есть клещи на орхидее, то чаще всего, вот я всегда советую, если не можем определить, что за вредитель, но повреждения есть, протереть влажным ватным диском листья орхидеи, и если есть оранжевые вкрапления, вот не такие серо-зеленые, а оранжевые вкрапления, то это яйца клещей. А здесь просто пыль, грязь. Здесь все просто. И еще раз обращаю ваше внимание, что одним ватным диском я протираю одну орхидею, и второй раз ватный диск в раствор мыла я не погружаю. Ну, давайте я вторую орхидею протру за кадром. Что я еще сделаю сейчас с этими орхидеями? Давайте я буду показывать вам все это на орхидее Анаконда, потому что у нее видимых корней очень мало. По сравнению с эрлипом, у которого и от шеи растет корень, и в горшочке видно молоденькие корни. Тут как бы все значительно лучше, да и само растение крупнее. А Анаконда, ну, можно сказать, что даже почти без корней. Но есть внизу корень, и вот виден корень. Что я делаю с такими растениями? Я извлекаю растение из его транспортировочного горшка. Да, есть корешок. Вот замечательно, что есть корень. А вот видно гнилые корни. Мох еще влажный. Что для меня важно? Во-первых, убрать мох от шеи. Посмотрите, орхидея посажена глубоко. И шея все время будет находиться во влажном состоянии. Я, может быть, не буду убирать этот мох совсем, но шею от мха я освобожу. Сейчас я вот так это все сделаю. Даже вот этот листик, здесь тоже попадает мох в пазуху. И вот посмотрите, даже какой-то здесь был лист, а он уже отвалился. И вот что мы тут видим. Когда вот так много мха и закрывает шею, на шее могут появиться черные пятна. Семочка. Вот они и появились. Я сейчас не буду обрабатывать Максимом, потому что здесь, конечно, нужна обработка Максимом. Но я уберу мох, посмотрю, как подсохнет шея и это пятно. И если это понадобится, обработаю, вот, чтобы вам было видно, вот это черное пятно неразбавленным Максимом. Прямо по черному пятнышку. Вот видите, как глубоко посажено. А влажность большая. Но весь мох я разбирать не буду. Я просто его немножко сделаю более таким пушистым и легким. И переставлю. Больше корней нет, собственно говоря. Вот здесь один длинный корень. И вот здесь один растущий корень. Вот есть совсем гнилые, но даже эти гнилые корни я обрезать тоже не буду. Так,
Во-первых, мне нужно положить мох вниз, для того, чтобы орхидея в горшке стояла выше, для того, чтобы, опять же, вот эта шея проветривалась. Ну и весь мох уложу в этот стаканчик. Здесь его немного осталось. Мне важно сейчас, чтобы к шее поступал воздух. Проветривание было. Да, чтобы было просто проветривание. Вот так. Все. Больше с орхидеей на данный момент я делать ничего не буду. Но вот за этим пятном буду обязательно наблюдать. Также я поступлю и со второй орхидеей. Так, это у нас анаконда. Как-то мне задавали вопрос, развели зеленое мыло, а оно стало хлопьями. Да, такое бывает, но это абсолютно ничего не значит. Это зависит от воды. Да, это может зависеть от воды. У нас вода хлорированная, а эту воду я наливала просто из-под крана, даже не из фильтра. Может, вот по этому случаю образуются такие хлопья. Но я всегда протираю растения, ничего плохого с ними после этого не происходит. Так, и вторая орхидея, эрлип. Достаем, смотрим. У этой орхидеи шея выше, находится выше мха. Ага, вот видите, как интересно. А здесь был уже цветонос. Вот он, срезанный цветонос. То есть эта орхидея, конечно, более взрослая. И корней больше, и растущие есть. Ну и по листьям это вообще понятно, что достаточно взрослое растение. Первый раз не сказала, я переставляю в горшки, девятка называется. Есть стандарты идут в 12 горшках, а в таких горшках идут мини-орхидеи. Мини или маленькие мультифлорки. Я вот оставляю специально для того, чтобы переставлять орхидеи, которые находятся в мху. Опять же, немного распушаю мох, потому что он очень плотный. И это вторая часть мха. Внутри еще маленький-маленький может находиться или торфяной стакан, или такой же моховой стакан. Прямо плотный-плотный. А корням, да, им комфортно, потому что есть влага, причем почти всегда. А плотность сового мха, для меня это очень плотно, и корни растут лучше у орхидей, когда все-таки есть какое-то воздушное пространство, и им не нужно пробивать себе дорогу в этом твердом мху. Вот так. Кстати, цветоносца срезал производитель. Скорее всего, производитель, Он не да. разрешил ей цвести. Потому что вот эти стаканчики, это стаканчики производителя. Но производители всегда, они первые цветоносы, они всегда срезают. Им нужно добиться всеми этими подкормками, перекормками, добиться большого такого цветоноса. Это маленький цветонос, и если орхидея зацветает в таком размере, то она все силы отдает цветению. Это, кстати, Александра на выставке рассказывала, что если орхидея даже маленькая зацветает сама по себе, она не срезает цветонос. Да, я в прошлом году, когда купила у Александры на такой же выставке, вот год назад, купила орхидею «Черный ангел». Я не срезала цветонос. Я ее покупала с цветоносом. Сейчас я вам ее, кстати, покажу. Я недавно ее показывала, но покажу еще раз. Все, вот больше ничего делать не буду.
И сейчас принесу черного ангела и расскажу про эту орхидею, про орхидею черный ангел. Вот она, эта орхидея. Я вам ее недавно показывала, но показывала только цветонос, и сейчас начали распускаться бутончики. Так вот, в прошлом году на такой же выставке, в это же время, ровно год назад, я приобрела эту орхидею. И она была с цветоносом, и даже с бутончиками. Но ни один бутон не распустился. В конечном итоге я ей цветонос обрезала. И вот только после того, как она целый год наращивала корни, вот такие у нее сейчас есть корни в горшке, я ей дала возможность выпустить цветонос и показать мне свое цветение. А когда орхидея сама по себе маленькая и начинает цвести, она обязательно все силы отдаст цветению, потому что в любом случае цветы – это продолжение рода. То есть цветы, семена – это продолжение рода. И любая орхидея, да любое растение стремится к продолжению рода и отдает все силы. Часто после того, как маленькая орхидея отцвела, она болеет, и ее сложно восстановить. Да, вы мне сейчас обязательно расскажете, что я всегда даю процвести таким орхидеям, у меня все в порядке. Если вы стимулируете орхидею к цветению, и после цветения опять используете стимуляторы, ну, что я вам могу сказать? Вы выжимаете все соки из орхидеи. Если вы пользуетесь удобрениями, то вы хотя бы поддерживаете ее жизнь на каком-то определенном уровне. Я все-таки склонна к тому, чтобы маленьким орхидеям не давать цвести, а дать расти. И после того, как появляются корни, достаточное количество корней, зеленая масса, то есть листья, вот только тогда дать орхидеям цвести. Тогда они порадуют вас и цветением, и после цветения опять ростом корней. Но я не применяю стимуляторов, не применяю. Поэтому стараюсь дать жизнь орхидей без гормонов и стимуляторов. И вот, пожалуйста, через год меня такая орхидея радует своими цветами. Так что эти орхидеи я оставляю вот в таком состоянии. Пусть они сейчас адаптируются, наращивают корни и листья, и только в следующем году жду от них цветения. Но еще будет и пересадка этих орхидей, посадка в горшки. Вот такие орхидеи от Александры Красиной у меня цветут, и вот новенькие будут жить, надеюсь. Но Александра очень такие хорошие, здоровые растения, поэтому надеюсь, что все будет в порядке. Ну, самое главное – проследить за анакондой. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.